Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно видео, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. Я сейчас занимаюсь тем, что доделываю начатое и недоделанное. Я всегда вечером уделяю этому внимание за просмотром каких-нибудь роликов или фильмов. В цветовом квесте «Животные» я все дораскрашивала, вот так вот получилось. Но там, в общем-то, было немного, поэтому я пока свое видео монтировала, другие видео смотрела, вот и наконец-то доделала. Надо сейчас... в блокнот я, по-моему, записала уже. И сейчас я в цветовом квесте города доделываю. Ну, на самом деле у меня там в некоторых раскрасках, где иллюстрации были посерьезнее, но был не сделан фон, там Ханна Карлсон. Вот я сегодня делала фон, там все украшала, прокладывала пергаментом. Ну и вот у меня здесь набор 56 цветов, который фикс прайс, и я здесь раскрашиваю. Ну, я думаю, что я уже доделаю это завтра вечером, скорее всего. Ну, а может быть и днем, если будет желание, но днем я буду, скорее всего... Во-первых, я днем сейчас не очень активна, и, ну, вернее, как? Ну да, мне не всегда есть силы снимать видео пока. Как видите, я все еще пью воду, хотя я не знаю на момент выхода видео, буду я уже пить еще воду или выходить из этого состояния. Я думаю, чтобы мне пораскрашивать завтра. И вот к этой раскраске, я не знаю, она мне сначала очень понравилась. Ну, вернее, как, я рассказывала, что я сначала думала, нужно, не нужно, потом в итоге решила взять, тем более мне очень нравится вот такой вот, ну, оформление, цвет. Но что-то потом я даже в ней пораскрашивала, но в итоге такое отвращение к ней испытала. Но с другой стороны, я думаю, надо же в ней что-то раскрашивать. У меня просто вот этот цвет один из любимых, но с ним как-то, знаете, не везет. Но если красный, я к нему равнодушно отношусь, и, допустим, я просто знаю, что этот цвет неприятности, поэтому я исключила его из своей жизни, то с синим я такое стала замечать. Ну, я замечала, но как-то мне этот цвет очень нравится. Но я помню, я как-то... В общем, долго-долго гуляла в перерыве между занятиями в студии, между ученицами. И, ну, в общем, перегрелась. А я знаю, что нужно взять минералку, ну, газировку и добавить туда лимон. И, в общем-то, все налаживается. Но я зашла в магазин, купила лимон и схватила первую попавшуюся воду. Но меня привлекло то, что у нее вот такого цвета была этикетка. Ну, соответственно, попила я водички. И не одна я. Мы не заметили, что там написан слабительный эффект. И вы знаете, мы еще смеялись, что вот реально, если этот эффект будет нужен, его не будет. Но вот это вот просто закон подлости. Потом у меня что-то еще было связано с таким цветом. И я даже очень хотела сделать балетный зал, вот именно сочетание салатового и вот этого. Но я отказалась от этой идеи, заменив на фиолетовое. Хотя, честно говоря, вся моя затея вот именно пошла по одному месту, хотя я найду, как это все исправить, но у меня много было заточено именно под этот цвет. Но у меня есть такое чувство, что этого делать не надо. Ну ладно, такое было отступление. Нет, что-то у меня еще было такое забавное с этим цветом. Прям вообще. Я вот подумала, может быть, мне вот акварелью здесь раскрасить, допустим, вот эту иллюстрацию, я ее пока... Ну, это не точно, то есть, может быть, я завтра вообще все поменяю. Вот, но пока вроде бы у меня есть желание. Мне вообще как-то пробило на Ханну Карлсон, но в основном «Дневные грезы», которые у меня в планах, я раскрасила, и «Рассветный час» я тоже уже раскрасила, и сегодня доделала фон. Да, у меня в этом месяце немножко вообще весь процесс съемок и раскрашивания, он
изменился, возможно, временно, но весьма неплохо. В общем, я не знаю. Тут где-то ж еще мелькали какие-то цветы. Но лица я не хочу раскрашивать. Против одежды ничего не имею, против раскрашивания. Но тоже как-то не хочется. Ну вот здесь вот лицо не такое большое. Волосы, ну волосы я именно прям реалистично красить не умею, но мне нравится так, как я делаю. В принципе, можно здесь раскрасить или вот, например, вот эту иллюстрацию. Но по факту, если сравнивать-то, там, где я выбрала страничку, оно там немногим больше цветов. Вот здесь акварель вполне нормально. Здесь ничего не протекло, но страничку, конечно, покоробило, и то, что она стояла на полке, ее не спасло. В общем, это я уже тогда завтра поснимаю, покажу, что я все-таки решила раскрашивать. Ну, вернее, у меня есть еще в планах пораскрашивать что-то по номерам. Сейчас я сниму с полки и выберу. С полки я достала раскраску наугад. Это мир игрушек. Ну как наугад? Я именно из серии волшебные раскраски что-то хотела. Как вы знаете, она у меня сшита из двух раскрасок для того, чтобы можно было красить маркерами. Ну вот здесь, в принципе. А вы знаете, да, вот эту раскраску, вот эту иллюстрацию я буду красить. Мне она нравится. Как раз вот это у меня такая. Ну, тоже ее можно раскрасить. Здесь все будет склеено. Ну, а тут вот под раскрашивание. Красить я буду маркерами. Не знаю, правда, Sharpie или какими-нибудь вот этими. Без понятия. И еще я покажу, как у меня в «Звездных войнах» дело продвигается. Только, конечно, все бы это как-то поаккуратнее и не перепутать. Потому что вот синие, серые цвета. Так, аккуратненько. Вот. Вот так вот. Ну, кто впервые на моем канале, да, я крашу в этой раскраске карандашами, и потом все это блендером, сначала кахенуровским, потом от карандаш натираю, и после салфеткой, чтобы все это блестело. Так что все штрихи, их, в общем-то, не будет видно. Ну, в целом нормально. Что-то я, правда, мало здесь раскрашиваю, а мне, в общем, так хотелось эту раскраску. Так что сейчас буду получать удовольствие от процесса. Как-то мне не терпится ее начать, так что немножечко посижу, пораскрашиваю. Вот этот прям классный оттенок. Здорово. Ну, просто они такие замечательные, добрые раскраски, что, конечно, с удовольствием раскрашиваю в них. Ну, просто много всего, поэтому я сейчас прям по минимуму стараюсь покупать что-то. Только уж если очень хочется или уж что-то принципиально новое. Ну, вот как эти круги, например, захотелось попробовать. Они, кстати, сейчас вообще по 95 рублей на Лабиринте. Ну, по крайней мере, вот вчера смотрела, они 95 рублей стоили. Это вообще шикарно. Так. Ну, пока этим цветом надо, может, другое взять. Так,
так, для разнообразия пусть этот будет. Да, у меня сейчас немножко производительность как-то снизилась. Но ничего. Через недельку все восстановится. Этот мне так оттенок нравится. Я себе такой зонтик купила. Ой, а этот маркер, какой же он классный. У него потрясающий аромат. Прям такой какой-то, ну, очень приятный. Жаль, я видела только одного цвета маркер. Конечно, взять бы несколько разных. У меня два, я на Wildberries набором покупала по 2 штуки за какие-то копейки, но и сам оттенок красивый, уж я не люблю красные, но вот этот оттенок хороший, уж если пользоваться, то им. А это вот я Мазари уже взяла маркер. Вот. И удобный тот маркер, вот красный, который. Еще немного пораскрашивала, потом продолжу. Ну и, наверное, даже, возможно, в этом влоге вам покажу. С обратной стороны очень классно выглядит. Не знаю, мне всегда нравится смотреть, как маркерные работы выглядят с обратной стороны. Это прям очень прикольно. Не, ну, конечно, вот это все немножко портит вид, но, тем не менее, очень даже забавно. Так что такая вот отдыхалочка. Сегодня уже другой день. Я сижу на балконе. Вот. Здесь солнышко, тепло. Но я, правда, еще сама тепло оделась. Вот. Ну, из-за лечебного голодания. Тут у меня книжки. Пижамка очень теплая из Ашана, Инэкстенса. Теплая это самое. И плюс еще, да, носки и кофта теплая. Вот, сижу, греюсь. Сейчас буду раскрашивать. У меня тут маркеры. Вода, естественно, в связи с лечебным голоданием. Вот, но мне просто сейчас у меня, я думаю, к вечеру мне будет, как водится, хорошо. И у меня много дел запланировано и прогулка, но сейчас сижу, прихожу в себя, потому что пока сил нет, но это нормально. Вот. Это моя любимая книжка «Реванш 89» по сериалу. Это книга Мариэлы Ромеро. Здесь вон все мои любимые герои. Дон Фернандо, Исамар, Марта, Алехандро, Рейнальдо. Вот. Потрясающий был сериал. Вчера я заходила в Ашан. Я сначала ездила по делам, потом поехала в авиапарк, погуляла там, ну, парк Ходынское поле, вы знаете, я там всегда гуляю, и потом зашла в Ашан. Ну, по канцелярии прошлась, там очень много всего, но, в принципе, никаких скидок. Ну, естественно, что сейчас же перед школой никаких скидок делать не будут. Сделают уже в сентябре. Например, перламутровая акварель «Луч» стоила 75 рублей, сейчас она стоит 95, то есть ценник даже повысился. Ну, я как бы для себя, ну, мне там ничего особо было не нужно. Единственное, я хотела купить бумагу для акварели. Я рисовать не собираюсь, но мне нужно просто делать выкраски. Вообще хочется все-таки почувствовать, как оно именно, акварель себя ведет на специальной бумаге. Я не знаю, хорошая она или нет, но, повторюсь, я рисовать не собираюсь, а для выкраски она точно подойдет. Это формат А3, как вы видите, 10 листов. Мне, конечно, такой формат бы был и не нужен, собственно. Это довольно много, но и мне этих 10 листов, я не знаю, на всю жизнь, наверное, хватит, потому что, ну, мне, допустим, да, в палитру там немножко вырезать и все. Ну да ладно, она, как говорится, есть не просит, не портится. Она была в 2 дизайнах.
Это Academy Style марка. Ну, тут особо никакой информации-то, в общем-то, нет. Что тут? Формат 297 на 420. Ну и, в общем-то, ничего особенного. Ну, такая покупочка, 89 рублей, если я не сказала. Больше ничего не покупала. Так, ну просто у меня еще, честно говоря, я действительно пришла в Ашан уже около 9. Ну, кстати, у меня сейчас, поскольку я на лечебном голодании, вы знаете, я утром, у меня такая слабость, а к вечеру я, наоборот, расхаживаюсь. То есть я, например, вчера из дома вышла, около 6 вечера, и пока дошла до метро, у меня там даже так икры свели, но это, опять же, нормально. Доехала, и, понятное дело, пока там на МЦК ехала после метро, потому что, нужно было. И я вошла в парк, и, вы знаете, такая легкость, и я 10 километров намотала вообще, как нечего делать. Вот. Но уже в Ашане все-таки нет свежего воздуха, поэтому мне, не хотелось. И так я вернулась домой довольно поздно. Сейчас я пораскрашиваю все-таки в полуночном маскараде. Вот этой иллюстрации, ненавижу вот это вот, когда все. Просто вроде и раскраску ломать неохота, прям бесит. В общем, пораскрашиваю здесь. Не знаю, с одной стороны карандашами нужно было бы, но возьму-ка я акварель. Я единственное, что вчера на балконе раскрашивала, я что-то не вижу, где моя кисточка. Надеюсь, ее найду, иначе придется выбирать из того, что есть. Есть у меня много кисточек, но по факту много из наборов вот этих вот по номерам раскраски, эти картины, это все отстой, надо вообще в помойку кинуть. 2 я специально хорошие покупала, и у меня еще икеевские, они такие среднего качества, но достойного. В общем, кисточку я не нашла, но я ее найду, она где-то здесь лежит. Сейчас выберу какую-нибудь из имеющихся, возможно, это будет вот это, но это даже, мне кажется, это не Икея. Вес мой, кстати говоря, сейчас 46 там с копейками. Я благодарю за комментарии, за беспокойство. Но на самом деле не волнуйтесь, со мной все хорошо. Потому что, во-первых, я нахожусь на лечебном голодании все-таки, можно так сказать, под присмотром человека, который сам это проходил. Во-вторых, я все-таки профессионально, занимаюсь балетом, спортом и учу людей. Соответственно, я, многое знаю про это и имею очень хорошее образование, поэтому я могу сказать, что все в порядке. Организм очень умная штука, и 3 дня он вообще мой вес удерживал, несмотря на то, что я не ела. Он удерживал мой вес, и только сейчас он начинает 2 дня сбрасывать вес, то есть с 48 с половиной я весила 47 с чем-то, потом сейчас 46 с чем-то, где-то примерно 800-850 грамм сбрасывает. Но это уже токсины, всякая гадость. Поэтому он нужное не уберет, поверьте. И потом существует мышечная масса. Так что все хорошо, но огромное вам спасибо за беспокойство. Ну что ж, приступим. Кисточка, конечно, трэш. Полнейший причем трэш. Вернее, она когда-то была хорошая, но я ей очень много пользовалась, и потом она размахрилась вся такая.
Ну ладно, ей все равно можно еще пользоваться спокойно, я думаю. Ничего страшного. Пока мне не очень нравится, но так всегда бывает в начале. Я просто взяла вторую палитру, она у меня уже очень давно, это тоже лучи, конечно же, мне нравится. Но просто когда появились 32 цвета, я как-то той перестала пользоваться, только когда мне нужны блестки. Вот, а здесь как раз есть вот темный зеленый, который закончился вот в большом наборе. Ну и, соответственно, я вот решила взять, потому что это тоже надо как-то заканчивать. У меня все очень хорошие краски. И вот, кстати, сейчас мне уже нравится, как получаются листочки. Вот. Вполне. Ну, потом, если есть какие-то недоделки, я что-то не досмотрела, я, конечно же, подправлю. Обычно в Ханне Карлсон я карандашами крашу. Ну, вот здесь пусть будет акварель. Тоже хорошо. Ну, не знаю, как получится, но, может быть, все-таки я ее начну продвигать. Иллюстрации здесь хорошие, но, правда, я говорю, всяких девушек я не люблю красить. А моя все-таки тема больше цветочки и тому подобное. Но еще здесь очень крупные лица. Ну, тоже попробую как-нибудь. Да, сейчас определенно уже нравится результат. Все-таки эта зеленая краска шикарна. А вот если в большом наборе закончится вот посветлей, это будет печалька. Надо будет только новый набор брать, который у меня в запасе. Потихоньку движется дело. Вообще мне нравится, как получается. Я сначала, вот когда листья начала раскрашивать, что-то мне сперва не понравилось, а потом смотрю вообще то, что надо. Ну и в итоге со всем остальным примерно та же ситуация, но в целом мне уже результат нравится. Вот здесь ничего не протекло, что плюс. А фон, скорее всего, будет каким-нибудь стандартным, голубым. Но это пока мне так кажется. А там, может быть, будет что-то и более яркое, не знаю. Ну, с голубым точно не прогадаешь, хотя... Ну ладно, это я потом решу. Ну что ж, это видео я буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Благодарю вас за просмотр, желаю вам здоровья, настроения, вдохновения и уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи, всем пока-пока!